Ребят, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. По вашим просьбам снимаю тематический расклад, темой которого будет «Вспоминает ли о вас бывший или бывшая?». Как оказалось, для многих актуальная тема, поэтому сегодня выложу 6 вариантов, чтобы угодить каждому из вас, потому что кому-то вариантов мало, кому-то много. Возьмем усредненное число. Вы можете загадать как нескольких бывших, если у вас несколько таковых было, или одного человека. Причем вы можете опираться по выбору как на нумерологический способ, то есть выбрать по цифре, а можете выбрать тот аркан, который на вас смотрит. Ваша задача – расслабиться, настроиться на расклад, подумать о человеке, который для вас значим, которого вы хотите, так сказать, просканировать, и посмотрим, о чем же говорят карты. Итак, вспоминает ли бывший, бывшая о тех, кто у нас выбрал первый вариант, второй вариант, третий, четвертый, пятый, шестой. Арканы перед вами. Если вам нужно больше времени для того, чтобы настроиться, вы можете поставить видео на паузу и когда будете готовы, продолжите смотреть. Для тех же, кто уже определился и готов продолжать, мы смотрим арканы. Для тех, кто у нас выбрал первый вариант. Итак, вспоминает ли о вас бывший или бывшая? По тройке жезлов могу сказать, что, к сожалению, нет. Почему? Потому что, смотрите, человек оставил это за спиной, этот опыт. Причем этот опыт может быть не только с вами. Человек здесь твердо смотрит в будущее, в новое. Здесь нет возврата назад, нет возврата в прошлое. Соответственно, если смотреть по этим картам, здесь нет какого-то сожаления, здесь нет какой-то горечи, неприязни, либо ненависти к вам. Это ситуация, когда человек уже просто отпустил то, что было, и готов начинать жизнь заново, то есть с нуля. Выстраивать ее так, как он стремится, как он этого хочет. Здесь желание многое поменять, хотя человек еще на какие-то кардинальные перемены не решился, потому что, обратите внимание, он только стоит у берега, да, он оценивает перспективы, куда ему двигаться дальше. Но здесь не про эмоции, здесь про действия, и они нацелены в будущее. Здесь нет перспективы и возврат в прошлое. Давайте посмотрим, почему. Что стало этой причиной? Почему у человека нет воспоминаний о вас, мыслей о вас? Что здесь? Почему? Потому что по этим картам у человека к вам осталось какое-то теплое отношение, дружеское. То есть человек вас воспринимает больше как друга. Его голова, душа, сердце не заняты вами. Здесь нет переполнения чувствами. Да, он понимает, что вы по рыцарю жезлов были проходящим человеком в его жизни. Да, есть, знаете, как теплота и благодарность к вам за все то, что вы для человека сделали, за тот энергообмен, который был между вами. Но здесь нет ни мыслей в отношении вас, ни попыток вернуть этот союз, ни каких-то действий в вашу сторону или в ваш адрес. Потому что если мы смотрим, все, человек здесь, как перетекайте поле, движется вперед. Он вам за все благодарен, это действительно так, но ситуацию человек уже проработал, отпустил. Потому что, обратите внимание, здесь только карта двора и арканы младшего порядка. То есть это уже говорит о ситуации, о том, что эта ситуация не была важной в его жизни или отношения с вами не были столь значимыми. Ну, давайте посмотрим, вот как итоговое, да, все-таки какие эмоции остались после вас. Туз пентаклей, шестерка жезлов и паж жезлов говорят о том, что была страсть, было увлечение. Здесь действительно имели место быть вопросы ревности, но человек это уже в себе проработал. Он действительно здесь уже оценил вкус того, что было, и чего он хочет, к чему он стремится в будущее, и идет в это будущее. Поэтому, единички, те, кто выбрал первый вариант, на меня не обижайтесь, но ситуация здесь уже созрела, она проработана, отпущена, и человек здесь просто о вас не думает. Ни хорошего, ни плохого. Он вас воспринимает действительно здесь на позитивной ноте, если мы посмотрим. Но мыслей в отношении вас и воспоминаний нет.
Для тех, кто выбрал второй вариант по королеве жезлов. Если вы, так, кто меня смотрит, девушка огненной стихии, Овен, Лев или Стрелец, то могу сказать, однозначно вспоминает он о вас. Если мужчина загадывал партнершу, и она у вас огненная, Овен, Лев или Стрелец, то тоже могу сказать, да, вспоминает. Почему? Потому что для мужчины по этой карте женщина раскрывалась через вас, становилась самодостаточной, яркой, менялась в лучшую сторону. То есть здесь в любом случае будут как вопросы это благодарности за то, что вы человека заставили расти, заставили меняться. Посмотрим все-таки, как вспоминает. А для всех остальных вы спросите, да, здесь как, в каком контексте, если партнерша не является огненной, тогда здесь был момент страсти. То есть человек может вспоминать к вам о тяге, о сексуальном влечении и, допустим, здесь о ситуации, как было хорошо с вами. Но шестерка пентаклей, тройка мечей и колесница, здесь однозначно имела место быть ситуация любовного треугольника, потому что если мы смотрим по этим арканам, к сожалению, вы в этом союзе были не одни. У тех, кого ситуация была совершенно иного формата или порядка, к сожалению, значит, это не ваш вариант. Вы либо не совсем корректно прочувствовали ситуацию, либо в целом в этом раскладе может быть не быть вашего варианта. Поэтому у тех, у кого треугольников не было, это 100% не ваш случай. Для всех остальных, если вы видите четко, что картина по вам совпадает, что мы здесь наблюдаем? Видим, человек от вас напитывался энергией. Здесь была страсть, сексуальная тяга. Если имел место быть секс, то секс был ярким. Это был новый опыт для человека. Причем здесь, знаете, как по четверке чаш, для него он неожиданно открывался сам для себя в новом ключе, в новом аспекте. То есть человек через вас узнавал себя. Поэтому на вопрос, как он вас вспоминает, он или она, это однозначно с благодарностью, это страстно, это даже могут быть мысли, цели и планы возобновить отношения, но вот, как я говорю, в сексуальном формате. Почему? Потому что маг, рыцарь пентаклей и туз чаш – это желание вернуть все на круги своя, но не меняя формат отношений. То есть вот как они у вас были в таком формате, так в таком формате их и оставить. Другой момент, устраивает ли вас такой формат, хотите ли вы такого формата, это уже другой момент. Но здесь однозначно у человека к вам имели место быть чувства. Но в первую очередь это сексуальная тяга. Отношения, да, как показывают арканы, разорваны, причем они могли быть разорваны спонтанно. По какой причине? Потому что, видите, вот двойка пентаклей. Есть альтернатива. То есть тут был соперник или соперница. Но вспоминает ли? Да, вспоминает. Вот здесь можете не сомневаться. Так, а мы с вами перейдем к третьему варианту. Так, для тех, кто у нас выбрал третий вариант, что у вас здесь? Ой, ну по двойке чаш здесь вспоминает, даже не сомневайтесь однозначно. Почему? Потому что человек в вас был влюблен, это правда. Двойка чаш, как вы знаете, это стремление союза. Это чувственная сторона, это страсть, это гармония, это желание выстраивать не просто любовные отношения. Здесь желание было нечто большего, потому что кадуцей, который находится над этими двумя кубками, это желание единения, продолжения рода. То есть здесь человек вполне мог хотеть от вас ребенка, если вы детородного возраста и вы планировали это, потому что здесь была цель на создание семьи. Человек вас видел вторую половину, видел отдушину, вы были, знаете, как идеальным дополнением, как инь и янь, потому что данная карта говорит, что человек в вас нашел все то, что не мог найти в других. И неважно, мужчина или женщина меня сейчас смотрит, но карта здесь четко показывает по ситуации, что вот вы были той любовью, о которой действительно помнят, ну, как бы долгие месяцы и годы. Но давайте все равно посмотрим, как человек вас вспоминает. Как человек вас вспоминает. Рыцарь жезлов, шестерка мечей, шестерка чаш. Здесь ностальгия. Причем могу сказать, у большинства здесь могло либо разлучить расстояние, либо вы в большей степени часто были по разным причинам на расстоянии. Но здесь ностальгия, здесь теплота, здесь ощущение, что человек потерял
очень близкого друга, потому что здесь это как ощущать человека интуитивно, телепатически, то есть по принципу вы говорите, человек договаривает. И к вам было и проявление ревности, и сексуальная тяга, и страсть, и желание с вами двигаться вперед. Более того, говорю, вы как будто, знаете, понимали друг друга с полуслова, потому что это карта родства, карта привязанности, и человек вас уже воспринимал ну, как свою семью, как близкого. Сейчас хочу проверить эти воспоминания разового, краткосрочного характера. Нет, не краткосрочного характера. И могу сказать, что в этой ситуации вы человеку разбили сердце. Вот те, кто меня слышит, это было с вашей подачи. В особенности, конечно, если вы женщина водной стихии, рак, скорпион или рыбы. Или если вы здесь были любовницей. Почему? Потому что если смотреть по этим арканам, да, ну вот вы именно та, которая в человеке пробудили наилучшие качества. Смотрите, здесь императрица. Для мужчины это вы строили на эту партнершу очень большие планы. Вы видели ее супругой. Вы готовы были вкладываться в этот союз. Но вам здесь дали отворот-поворот. Вот если это не ваш вариант, здесь женщина в этом случае вам отказала, тогда вы ну, не совсем верно, некорректно выбрали вариант. Вот то, что здесь я озвучиваю, здесь идет только в этом ключе. Поэтому, мои хорошие, вспоминает ли? Да. Как вспоминает, я вам озвучила. Так, для тех, кто у нас выбрал 4-й вариант. Я думаю, здесь даже добавлять ничего не нужно. Аркан влюбленные. Вот это созвучно с двойкой чаш, но вот если мы спросим вот 3-й и 4-й вариант, то по 4-му варианту, знаете, вы человеку были посланы Богом, потому что здесь это верный выбор, это единение, это, вы знаете, мое все. Если кто-то когда-то слышал о вопросах близнецового пламени, когда, знаете, как единые души, которые были ранее связаны между собой, встречаются в этом воплощении, вот это ваш случай. Ну, давайте посмотрим, как вспоминает. Как вспоминает. О, ясно, понятно. Что могу здесь сказать? В первую очередь речь идет о ситуации, если ваш партнер был водной стихии, рак, скорпион или рыба, или если мужчина, который запрашивает сейчас эту информацию, вы являетесь водной стихией, то здесь, вот видите, 22-й аркан, этот аркан присущ только этой колоде в связке с рыцарем мечей, вас развела ситуация, у многих развела расстояние, но здесь как резкое стечение обстоятельств, ну, ситуация, на которую вы не могли повлиять, не могли изменить. Хотя, несмотря на то, что вы пытались стабилизировать этот союз, эту ситуацию, к сожалению, здесь время сыграло против вас. Что здесь по этим арканам? Могу сказать, если меня смотрит мужчина, здесь у вас на повестке дня был соперник, это факт. И если меня смотрит девушка, то здесь туз чаш, 9 пентаклей и жрец по этим арканам. Несмотря на то, что человек стремился, мечтал и хотел быть с вами, он по вынужденным обстоятельствам вынужден был связать себя узами брака с другой женщиной. Здесь это могла быть или ситуация причиной беременности, либо финансовый план женщины, потому что здесь она финансово могла спасти в ситуации. Вот карты на это показывают, потому что здесь четко создание семьи, по ряду причин, которые вынудили это сделать. И если то, что вы сейчас слышите, не откликается в вашей ситуации, значит, это не ваш вариант. И не обязательно, что вы неверно выбрали. Возможно, в данном раскладе вообще вашего варианта нет. Потому что 6 вариантов на многотысячную аудиторию не могут для каждого из вас попасть в яблочко. Поэтому вот то, что я говорю, если у вас совпадает, значит, это 100% ваша картина. Что могу сказать? Что там у человека к вам? Есть обида. Более того, есть сожаление, непонимание, потому что человек считал, что вы прописаны друг другу в картине жизни. И здесь, вот знаете, как он смотрит с высоты прожитых лет на то, что человек сделал неверный выбор, выбор, который продиктовали ему обстоятельства, и он сожалеет о своем выборе. Почему? Потому что 6 пентаклей, дурак и 10 пентаклей у человека были
планы, цели и задачи с вами на семью, на продолжение рода, на стабильный быт. Причем я могу сказать так, что по шестерке пентаклей человек готов был отдать вам все. Я не только говорю про финансовый план. Это помощь, это, говорю, сердце и душу, потому что здесь готовность в вас вкладываться на постоянной основе. Тем более, смотрите, арканы, которые здесь ложатся, император, вот здесь, да, и дополнительные карты, в частности, и восьмерка пентаклей, и отшельник. То есть у человека не было ситуации, что это для него какие-то одноразовые или скоротечные отношения. Тут были цели и планы с вами состариться, то есть это жить совместно до старости. Ну, могу сказать так, однозначно здесь вас развел не совсем приятный случай, и расстались вы нехорошо. Но, тем не менее, смотрите, императрица и маг, карта, которая здесь ложатся, говорит, что вы для него остались той единственной. Знаете, как вот тем эталоном или тем идеалом, который человек искал всю свою жизнь. Если меня смотрит мужчина, то здесь могу сказать так. Девушка, с которой вы выстраивали ваши взаимоотношения, понимала и осознавала, что вы были лучшим вариантом на текущий момент, да, в ее жизни. Поэтому вот такая здесь ситуация. А мы смотрим с вами дальше. Для тех, кто у нас выбрал пятый вариант, что же у вас здесь? Семерка пентаклей. Здесь нет никаких воспоминаний. Знаете, ровно. То есть есть вы, хорошо. Нет вас, тоже хорошо. У человека здесь безэмоциональность. То есть тут нет никаких переживаний. Здесь нет никакой тоски, ностальгии, обиды, ревности. Ровно. Вот понимаете, вот абсолютно никак. Вы меня уж простите. Я понимаю, что кого-то это может задевать. Но давайте посмотрим, почему же так. Ну, семерка пентаклей, человек понимает, что здесь нечего ловить, и эмоционально здесь уже перегорел, остыл. Шестерка чаш, жрица, и вот мы здесь видим с вами, да, по этим арканам, они указывают на ситуацию, ну, как что отношения мертвые, именно, как говорю, в личном плане. Здесь нельзя пребывать в иллюзиях, здесь нужно сорвать маски. Человек вас воспринимает здесь только как друга, как человека из прошлого. Но могу сказать так, что в союзе с вами человек играл, надевал те маски, которые не были ему присущи. Здесь человек многие вещи не договаривал или сознательно лгал. Почему? Потому что хотел вас пробить на эмоции, посмотреть, что же вы чувствуете к нему. Хотя у этого человека, то есть неважно, мужчина это или женщина, глубоких чувств по отношению к вам здесь не было. Да, человек здесь действительно мог привязаться, привычка, попытки играть вашими эмоциями, управлять. Но это может быть сделано с какой-то корыстной целью. Но на ваш вопрос, вспоминает ли, тоскует ли, нет, здесь этого нет. По какой причине? Двойка пентаклей, жрец и четверка чаш. Человек здесь четко понимал, что вы не его поле ягода. То есть у вас какие-то иные цели, иные убеждения, другие стремления, и вы искали лучшего для себя. Поэтому здесь и сохранялся впоследствии формат только какого-то общения или поддержания, знаете, как на общей ноте. Для человека вы могли быть духовным наставником, путеводителем, то есть давать какие-то мудрые, грамотные советы. То есть человек вас мог здесь вспоминать больше, знаете, как наставника, как мотиватора, но не как человека, которому есть эмоции, которому есть влечение. Все, что здесь имело место быть, это только сексуальная тяга. Все. То есть здесь, пожалуйста, не обижайтесь, не обольщайтесь, но никаких воспоминаний нет. То есть человек здесь о вас не думает. Для тех, кто у нас выбрал с вами шестой вариант, по умеренности. Вроде бы и хорошая карта, но по сути ни холодно, ни жарко. Потому что, видите, переливать из одного кубка в другой. То есть равенство ситуации. Человек вам безэмоционален. То есть вы, ему спокойно. Нет вас, ему спокойно. То есть это сродни семерке пентаклей. Вот та, которая у нас идет здесь в предыдущем варианте. Но давайте посмотрим и проанализируем, почему же происходит так. Почему? Да потому что семерка чаш, здесь ложится и пятерка пентаклей, и справедливость. У человека, знаете, какие-то слишком большие амбиции. Человек хочет большего, он понимает, что этого большего вы ему не дадите. То есть зона комфорта, может быть, финансовой стабильности, либо того, чего он ищет,
Нет. И поэтому человек отпускает эту ситуацию. Семерка чаш — это идти дальше в поисках идеала, потому что по пятерке пентаклей он понимает, что у вас разные взгляды на жизнь, разные дороги. И здесь с его стороны по аркану справедливость идет критика, идет осуждение, идут какие-то придирки. Поэтому вспоминает ли человек вас? К сожалению, нет. Ну, с одной стороны, это и хорошо, потому что можно ведь вспоминать плохо. Мы, конечно же, посмотрим все-таки, какой след вы оставили, да? Что здесь? Тройка чаш, луна и король жезлов. Ну, то есть вы в какой-то степени здесь человеку были отрадой, поднимали самооценку, это было приятное времяпрепровождение, но не более того, мои хорошие. Поэтому у тех, у кого шестой вариант... Видите, шестерка пентаклей, шестерка мечей, солнца. Это уплыть к другим берегам в поисках лучшего варианта, в поисках лучшей альтернативы. Поэтому негативных воспоминаний у вас нет, но и какой-то страсти, любви, тоски, этого тоже здесь нет, и это здесь не присутствует. Хотя я понимаю, что вам тоже это неприятно слышать, но как есть, факт остается фактом. Вот так, мои хорошие, вот такой вот расклад, вот такая информация. Поделитесь, пожалуйста, со мной в комментариях. Созвучно ли с вами, с тем, что происходит в вашей жизни, с вашими ситуациями и вашими вопросами. Для меня это также очень важно, очень ценно. Вы можете указать те темы, которые вы хотели бы видеть в видео, на какую тему снимать последующие расклады. Я вам буду благодарна за энергообмен. Также хочу сказать спасибо каждому из вас за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь и будьте в курсе всех последних видео. Я желаю вам хорошего дня. С вами не прощаюсь. До новых встреч.